Здравствуйте, друзья! С вами Пластмассовый енот-канал о ТПА и не только. И сегодня мы снова в гостях у компании Полимер Быт. И на этот раз мы с Марией поговорим о пресс-формах. Добрый день. Но прежде чем мы поговорим о пресс-формах, пожалуйста, уделите 5 секунд вашего времени и поставьте этому видео лайк, нашему каналу подписку, если еще не поставили, и нажмите еще вот тут колокольчик, чтобы вам приходили оповещения о новых выпусках нашей программы. В вашей компании широчайший ассортимент продукции, там больше 1000 наименований, соответственно, у вас есть больше 1000 пресс-форм. И вот интересно, какой вот цикл от идеи и до момента, что она начинает выпускать изделие. Откуда берется пресс-форма, кто разрабатывает изделие, кто заказывает, где заказывает. Вот сегодня бы хотелось поговорить вот об этом процессе превращения идеи в готовое изделие. Ну, начну с того, что хотелось бы историческую справку дать. Наша компания работает на рынке с 1939 года, и в этом году у нас юбилей 85 лет. Немного найдется, в принципе, компаний в Российской Федерации с такой историей. Вот. Ну и на рынке пластика в том числе. Что касается вашего вопроса по поводу того, откуда берутся изделия, как они разрабатываются, это, конечно, командная работа. Это работа не только нашего отдела, в котором мы сейчас находимся, отдел развития, но работа огромного количества людей по всей компании. Наш ассортимент представлен в нескольких категориях, всего категорий 7. Это хранение, кухня, детство, товары для животных, уборка, ванна. И у каждой категории есть свой категорийный менеджер, ответственный за эту категорию. Категорийный менеджер изучает рынок, изучает спрос. В этом процессе рождается идея, какое изделие, какого продукта еще не хватает в нашей ассортиментной линейке. То есть это маркетолог, начинается все с менеджера. И если попросту говорить, то маркетолог, чтобы было понятнее. С этой идеей он идет на ассортиментный комитет, в котором принимает участие несколько человек, в том числе и руководство нашей компании, и продажи, отдел продаж, и наш отдел развития. И мы обсуждаем, это порядка 10-15 человек, мы обсуждаем это изделие. Оно рассматривается как с точки зрения интересной для потребителя, так и с точки зрения экономической, насколько это интересно для экономики компании. После того, как изделие или идея изделия проходит ассортиментный комитет, оно попадает в наш отдел уже, в наш отдел развития. И здесь уже за дело берутся наши промышленные дизайнеры, наши инженеры-конструктора, которые разрабатывают 3D-модели, прорабатывают все уникальные преимущества данного продукта, идею которых заложил категорийный менеджер. Что-то дорабатывается, предлагаются какие-то новые изделия. Рынок анализируется еще раз уже с другой точки зрения, с точки зрения уже конструктора или промышленного дизайнера. А как может конструктор рынок проанализировать? Конструктор изучает точно так же, как и категорийный менеджер, собственно, те же самые площадки. В основном сейчас много изделий, большинство изделий представлены на маркетплейсах. То есть конкурентов смотрят, у кого какие изделия уже есть? Не обязательно это могут быть конкуренты, это может быть вот любое изделие с маркетплейса, например, привезенное из Китая, из любой страны. То есть это не обязательно конкурент какой-то ближайший. Он изучает изделия, смотрит конструктив, смотрит идеи, смотрит, как можно что-то добавить в это изделие, как его исполнить корректно, так, чтобы оно стало интересным для покупателя. После того, как 3D-модель промышленным дизайнером или конструктором разработана, она представляется на согласование. Она проходит этап согласования с нашим главным технологом, с Михаилом, с которым вы уже беседовали сегодня, и с ведущим инженером-конструктором Станиславом. Извините, а вот эта модель, которую рисует конструктор, дизайнер изделия, она уже проектируется у вас с учетом будущей технологии литья, там литьевые углы, всякие толщины, разной толщинности и так далее? Конечно, то есть да. Она проектируется уже не просто дизайнером, а проектируется технологично?
Ну, в нашей компании работают именно специалисты, которые знакомы с технологией литья, и при проектировке 3D-модели они учитывают все нюансы технологии из различных материалов, с которыми мы работаем. Да, и закладываются все, и углы, и поднутрение, и толщина стенок, абсолютно все. Видимо, ваш вопрос связан с тем, что зачастую 3D-дизайнеры рисуют так называемую картинку. Ну, часто реально люди часто приносят картинку просто от дизайнера, не от дизайнера, который знаком с технологией, а от дизайнера, и потом возникают вопросы, собственно, отделения разъема, а как сформировать это поднутрение. И вообще вот такая стенка, а тут такая, а ты хочешь, чтобы оно у тебя красивое было, а тут толщинность конская, мало того, что цикл будет 20 минут, так еще и потом все будет в таких потяженных и красивых. Абсолютно верно, да. Мы, слава богу, такими проблемами не озадачены, потому что у нас специалисты высокого уровня, которые знакомы со всеми технологиями, и они уже учитывают их при разработке 3D-модели. И вот дальше идет следующий фильтр, про который я сказала, это уже фильтр, через который проходит это изделие. Это главный технолог и инженер-конструктор, который уже смотрит со своей стороны. То есть главный технолог смотрит, насколько возможно отлить это изделие, как оно будет выходить из пресс-формы, дает какие-то еще свои комментарии и советы. Ну, к слову сказать, это общение, оно происходит не постфактум, когда уже 3D-модель разработана, а в течение поэтапной разработки 3D-модели. То есть мы привлекаем наших коллег все время к разработке 3D-моделей и к обсуждениям для того, чтобы избежать каких-то проблем уже на выходе, либо на передачи пресс-формы в производство нашему производителю, либо, не дай бог, когда уже пресс-форма проработана и она уже пришла. Поэтому у нас вовлечено в этот процесс большое количество сотрудников. То есть человек, который форму изделия разрабатывает, он уже понимает примерно к финишу разработки изделия, где там будет, допустим, линия разъема, где может быть впрыск, например, где какие ползуны будут, либо их не будет, да, там резьба, как формируется, да, там на срыв или на свинчивание. Да, абсолютно. То есть уже какой-то концепт пресс-формы уже в голове, получается, у человека есть. У человека, который изделия разрабатывает, когда еще даже формы нет. Нюансы пресс-формы, не концепт пресс-формы, а нюансы пресс-формы, да, где будет точка впрыска, сколько будет этих точек впрыска, будет ли это литниковая система, либо горячеканальная и так далее. Да, конечно, все нюансы промышленный дизайнер, инженер-конструктор в нашем отделе прорабатывают самостоятельно и с помощью коллег, да. Вообще у вас, смотрю, были прототипы изделий, сделаны на 3D-принтере, да? Это вы каждое изделие, прежде чем форму заказывать, выращиваете на принтере? Или какие-то сложные, особые, в которых есть сомнения? Каждое изделие, любое, простое ли оно или сложное. Да, здесь вот у нас на столе представлена наша новинка. Так вот она выглядит уже. Это один из последних образцов. Это уже отлито, да? Да, это уже из пластика. Это образец ведра для уборки с отжимом. Вот он. С ручкой, которая фиксируется в вертикальном положении. Сюда хозяйка может поставить швабру, которая не будет падать. Крючочек. Да, специально для нее крючочек. Удобный слив. Ручка для того, чтобы... Не ручка, а такой поднутрение, чтобы можно было легко сливать воду удобно. Здесь в отжиме тоже есть два полуотверстия, в которые можно тоже поставить швабру для удобства хозяйки. Тут по-разному, кто как привык. И также ведро навесное. Оно идет как в комплекте вот здесь, в наборе. То есть хозяйка может его по-разному здесь навесить. Допустим, для бытовой химии какой-то или для тряпок и так далее. А также это навесное ведро, оно может использоваться. Оно уже в продаже у нас. Вы, если были у нас в магазине, то уже его могли видеть, да. Его можно использовать и подвесив к детской кроватке, и туда какие-то бутылочки детские положить. И на кухне очень часто мы, когда чистим мусор какой-то, рыбу, например, разделываем, и это все падает в общее ведро. Здесь можно этого избежать, это подвешивается на дверцу шкафа, мусор здесь собирается и потом выкидывается сразу же, допустим, в мусоропровод, чтобы избежать каких-то посторонних запахов. Также это можно в ванной использовать. То есть такое мультиуниверсальный продукт. Такой конструктор, который можно использовать в разных категориях, в разных комбинациях, да, абсолютно верно. Так вот, прежде чем прийти
к вот тому, что я сейчас рассказала, там буквально секунд за 30, это изделие прошло через вот все руки, про которые я вам рассказала, начиная от категорийного менеджера и заканчивая, собственно, производителем пресс-форм уже. А когда мы это все разрабатывали, да, ответ на ваш вопрос, мы делали прототипы. Это вот как раз прототипы, распечатанные, да, пожалуйста, на 3D принтере. Вот. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы посмотреть, как стыкуются детали друг с другом, как работают замки. Если это какое-то совсем-совсем вот не такое изделие, там, скажем, средней сложности, а совсем-совсем простое изделие, ну, например, тарелка, которая входит в коллекцию уже имеющихся на рынке изделий, мы смотрим, как это смотрится в комплекте. Примеряем. Ну, итогово скажу, что да, любое изделие, которое мы производим или разрабатываем, мы печатаем на 3D принтере. Здесь у нас в нашем здании есть мастерская, в которой стоят то есть мы делаем это не на аутсорсе, не на стороне, мы делаем это самостоятельно. У нас специально оборудованная мастерская, в которой работают 3D принтеры. И вот мои коллеги, они этим занимаются, да, печатают все. А подскажите, а вот вы говорите, что изделие, выращенное в принтере, вы тестируете на функционал, да, на сопрягаемость, на собираемость. А насколько деталь, которая сделана в 3D принтере, она потом соответствует именно по своим физическим параметрам детали, которая будет отлита? Имею в виду, насколько будет идентично потом сопряжение, там всякие защелкивания, вот эти все моменты, как-то по твердости, да, вот, наверное, тоже тестируют, чтобы они там не прогибались, не ломались. Насколько это соответствует? Да, тут надо, конечно, заметить, что это разные материалы абсолютно, там, допустим, полипропилен или поликарбонат, или полистирол, из которого мы льем, там, или ТЭП, да, и материал, который используется, пластик, который используется для 3D принтера, это разные материалы, мы держим это в уме. Вот, то есть, конечно, зачастую детали могут вести себя несколько иначе в уже готовом изделии, чем в 3D пластике. Но, тем не менее, такая проверка необходима, потому что, ну, как я уже сказала, нужно проверить, там, чтобы ручки вставали в свои пазы, чтобы здесь замки работали. Ну, это вот на примере конкретно этого изделия. Там сопрягаемость, например, ручку можно тоже сделать на 3D принтере, и она будет защелкиваться. Абсолютно верно, да. Функционально будет выполнять свою задачу. Да, абсолютно верно. Да, какие-то замковые решения, вот, например, да, то, что вы сейчас увидели, который заложил конструктор в изделии, он потом проверяет, распечатав это изделие на 3D принтере. Это называется, да, этап называется прототипированием. Значит, и входит, собственно, в этап согласования изделия с главным технологом и инженером-конструктором. Также изделие имеет этап окончательного финального согласования с, ну, скажем так, для нас заказчиком, с категорийным менеджером, с маркетологом, который это задумал, который также, я просто не останавливаюсь подробно, потому что я вам общо сказала, да, вот эти вот этапы, да, а там они очень дробные и могут повторяться, они рандомные, могут повторяться несколько раз. Вот. И финально категорийный менеджер уже согласовывает то, что он видит на картинке, все ли соответствует, там размеры, какие-то уникальные торговые преимущества. Прототип распечатанный тоже он его проверяет. Там, в данном случае там ведро мы его наливали, выливали, там испытывали по-разному, смотрели для разных людей, для разных там, по росту, по размеру ладошки, там очень много нюансов, там ручка для кого удобная, чтобы вот здесь вот эта вот ложбиночка была удобная. Вот. И когда изделие принимается всеми согласовантами, я их сейчас всех не буду перечислять, изделие согласуется с финансовым директором, который уже разрешает разместить его на производстве. На производстве пресс-форм. Это еще без засмечивания стоимости пресс-формы, да? Это именно экономика самого изделия? Нет, вот в момент, когда финансовый директор дает свое согласование, он его дает не просто так, а, разумеется, предоставляется с моей стороны экономические расчеты как самой стоимости самой пресс-формы, так и окупаемости уже получившегося изделия. Вот. И на основании этих данных финансовый директор дает свое добро или не добро. Тогда изделие требует доработки в каких-то, может быть, частях, на то, чтобы его разместить на производстве.
Скажите, а сколько вот этот этап занимает, который мы сейчас с вами обсуждали последние 10 минут? Вот от идеи изделия вот до момента, когда можно форму заказывать. Ну вот, например, вот по такому изделию, сколько там? Месяц, год, там, полгода? Ну, тут зависит все конкретно от изделия. Мы стремимся к тому, чтобы этот этап разработки и согласования уложился в 2 месяца. То есть рождается идея, это я вам вот все вместе от категорийного менеджера до размещения на производство. Для того, чтобы эта идея родилась, она просчитывается еще раз экономически категорийным менеджером сначала. Он просматривает, насколько для него это выгодно и интересно в его ассортиментную матрицу ввести этот продукт. Затем на ассортиментном комитете, про который я вам тоже рассказала, соответственно, потом идет уже этап разработки. Вот это вот все до момента размещения в производство порядка 2 месяцев. То есть это хороший срок, если все отлажено более-менее, и процессы все отлажены, люди все знают, понимают. И процессы отлажены, и если изделие, ну, там не какой-то высокой сложности, да, потому что если там есть какие-то конструктивные решения, которых, например, нет на рынке, которые надо разработать, придумать и внедрить, вот, ну, конечно, может занять и больше времени. Потому что часто приходят люди и приносят изделия, говорят, вот я хочу вот такое производить, то скоро сезон, да, вот давайте мне станочек подберем. У нас на складе есть? Нет станочка. Ах, блин, нет на складе, еще придется месяц ждать, да. Потом мне вот к сезону, через пару месяцев надо уже партию выпустить таких изделий, давайте станочек не подберем. Мы говорим, ну как бы вот тут засада, еще форма нужна. Говорит, ну форма-то маленькая, закажем, быстро сделаем. Вот тут начинается самое это человеку объяснить, что на самом деле заказ формы и, собственно, проектирование самого изделия занимает времени гораздо больше, чем, собственно, станок заказать. Вот как сейчас ваш коллега Михаил говорил вот на этом видео, которое вы видите по ссылочке, что первое, на что нужно обратить внимание новичку, это, собственно, на пресс-форму. И прежде чем на пресс-форму, еще и на изделие. Ну, конечно, да. Если человек хочет просто сделать копипаст, просто скопировать, да, он приносит вам какое-то изделие, там, не знаю, то же самое ведро, и говорит, вот сделайте мне то же самое. И, естественно, в разработке это занимает меньше времени, потому что промышленному дизайнеру необходимо, ну, условно срисовать это изделие. А если в это изделие заложена какая-то идея, которой нет на рынке, которому, ну, то, к чему мы стремимся, потому что, ну, а какой смысл делать то же самое, что у всех у других, как потом отстраиваться на рынке? Естественно, вот этот процесс, он занимает больше времени. Так, если просто срисовать модель, это займет сильно, и ни с кем не согласовывая заранее, не анализируя рынок и так далее, это, естественно, занимает сильно меньше времени. На конкурентном рынке, соответственно, такие инновации, это, собственно, и есть добавленная стоимость. Абсолютно верно, да. Ну, как обычно все. И дальше, получается, вот есть уже некое изделие, да, которое нужно начать производить, под которое нужна форма. Есть уже понимание гнездности, да, изделия, если это, ну, тут понятно, это одногнездные, крупные, да, если это какие-то мелкие изделия, уже есть понимание гнездности, да, исходя из тиража, планируемый объем выпуска, да, на этом этапе. Вот тот этап, про который вы сейчас проговариваете, он происходит несколько раньше, потому что когда мы просчитываем экономическую целесообразность, а это фильтр в несколько, да, этапах и категорийный менеджер, и я просчитываю, то уже на момент просчета экономической целесообразности нам необходимо понимание и гнездности, времени цикла, да, и веса, ну, всего, что касается производства изделия. Иначе мы не сможем понять себестоимость изделия и, собственно, его конечную стоимость на полке. То есть это все вот на этапе проектирования изделия, да? Да. Где толщина стенки рождается, да, там и цикл, получается, появляется где-то, да, вот. Но он не где-то появляется, просто когда уже изделие, так скажем, дошло, проектирование изделия где-то на середине этапа находится, и вот когда как раз с Михаилом мы консультируемся о каких-то нюансах уже того, как изделие будет отливаться, вот здесь как раз уже вступают в силу и толщина стенок, и поднутрение, и уклоны, и так далее. А когда изделие уже готово, мы уже разрабатываем ТЗ на производство пресс-формы. Там ТЗ состоит из нескольких блоков. Часть блоков заполняется нашим промышленным дизайнером, а часть блоков как раз и заполняет Михаил. Это и гнездность, естественно, от тиража зависит, там, который заложен изначально в идею этого изделия, потому что, ну, чтобы изделие окупалось, нужно его продавать какими-то количествами. Изначально категорийный менеджер уже говорит, что мне это изделие нужно вот столько-то штук, условно, в месяц. И вот гнездность зависит от тиража. А вот цикл
уже будет определять Михаил цикл, машину, на которой будет производиться пресс-форма, марку стали, твердость стали. Все это уже говорит инженер-конструктор ведущий и Михаил, главный технолог. А получается, если мы говорим про марку стали, твердость стали, то есть к моменту, когда форму заказываете, вы уже знаете, где вы будете заказывать ее. Либо сами делать, либо заказывать у кого-то подрядчика, там, в Китае, в Турции. Мы мониторим рынок. А после этого мониторите Да. рынок? У нас есть несколько наших партнеров, с которыми мы на протяжении уже десятков лет сотрудничаем. Это раз. В России, да, заказываете где-то? Даже неправильно. Первое. У нас есть своя площадка для производства пресс-форм. Это наше дочернее предприятие. Есть наши партнеры. И в Турции есть партнеры, и в Китае есть партнеры, с которыми мы сотрудничаем по производству пресс-форм. И мы рассчитываем цену у нескольких производителей. Выбор производителя зависит и от цены, которую он предоставляет, и его возможностей. Потому что не каждый производитель может произвести любое изделие. Ну, например, изделие может быть однокомпонентное только из полипропилена, только из одного материала, а может быть 2, 3, 5 компонентных, когда изделие состоит из нескольких материалов. Но вот совсем простой пример – это зубная щетка, у которой есть такие вот мягкие вкладочки. Соответственно, они из другого материала, из ТЭПа производятся, и сам корпус щетки зубной из полипропилена. И вот такое изделие произвести может не всякая компания, которая производит пресс-формы. Поэтому, когда мы какой-то изделие, или там, допустим, габариты пресс-формы, они могут быть меньше, больше. Вот, поэтому, когда мы разработали изделие, мы отправляем его на расчет, но не всем компаниям. У нас достаточно большой пул наших партнеров. А вот отправляем не всем, отправляем тем компаниям, которым мы понимаем, что их возможности они могут произвести, удовлетворив все требования вот как раз того ТЗ, про который мы с вами проговорили, согласно которого потом мы, собственно, и принимаем. Вот как раз Михаил потом будет принимать эту пресс-форму на основании технического задания, которое потом уже идет как приложение к договору, чертежи, естественно, которыми мы его снабжаем, и 3D-модели. То есть, получается, часть формы делаете на своей площадке производственной, да. А часть формы даете на сторону. Абсолютно верно. Получается, те формы, которые вы можете технологически сами сделать, вы делаете у себя. Или бывает такое, что вы можете форму сделать у себя, но более выгодно ее заказать где-то. Ну, это зависит, на самом деле, размещение от многих факторов, у себя или не у себя, в том числе и от загруженности, конечно, да, потому что и почему, собственно, у нас такой большой пул наших партнеров и в Турции, и здесь, и за рубежом, и в Китае, потому что, ну, естественно, новинка, она интересна тогда, когда она актуальна, а сейчас рынок постоянно очень быстро обновляется, и нужно успеть встать на полку, пока это не сделал кто-то вперед тебя. Поэтому, а у каждого производства пресс-форм, естественно, есть какие-то ограничения по производительности. Они не могут для нас там все новинки сделать единомоментно какому-то определенному сроку. Поэтому этот пул родился не только вот из-за того, что у разных производителей свои возможности, но и разные возможности не технологические, а по срокам производства. Поэтому, да, часть пресс-форм у нас производится на нашем дочернем предприятии, часть мы размещаем. А какой обычно на среднюю форму, там, средней сложности цикл производства, если вы у себя производите? Цикл производства и у нас, и за рубежом порядка 4 месяцев на саму пресс-форму. Это среднее время, которое выделяется на производство пресс-формы. Это усредненное. Ее тестирование, несколько итераций, Нет, доработка? Это до Т1. Т1, да, 4 месяца. Первое тестирование. Это такой вот оптимальный вариант, к которому мы все стремимся. Понятно, что в процессе могут произойти какие-то изменения, и производитель пресс-форм, молдмейкер, может сказать, что дать какие-то советы по изменению уже имеющейся 3D-модели. Естественно, эти доработки занимают какое-то время. А формы, которые заказываете не у себя, вы им просто даете ТЗ? Или раз у вас есть дизайнеры, вы уже там какие-то черновик, там, может быть, чертежа формы даете? Нет, молдмейкер делает пресс-форму самостоятельно. С вами согласует просто 3D-форму. Абсолютно верно, да. Значит, ему отправляются все материалы, касающиеся 3D-модели. Это сама 3D-модель, модель чертежи и техническое задание.
Ну, и, естественно, это... Марки стали отправляются. Это все указано в ТЗ, и, естественно, договор, да, который мы с ними подписываем. Это все то, что мы предоставляем молдмейкеру. Далее, да, молдмейкер нам предоставляет на утверждение, на согласование чертежи уже самой пресс-формы. Какой вот мы уже проговорили, если он считает нужным что-то изменить таким образом, чтобы изделие стало лучше, конечное изделие стало лучше, не внешний вид, а вот именно само изделие стало лучше, конструктивнее или легче снималось. Вот. Он дает какие-то свои рекомендации, которые рассматриваются, опять-таки, с нашей стороны. Их рассматривает промышленный дизайнер, который, собственно, разрабатывал это изделие, инженер-конструктор, который работает в нашем отделе, ведущий инженер-конструктор, который контролирует производство пресс-формы. Вот. И Михаил, опять-таки, с которым вы общались, значит, опять вот такой группой коллег мы и категорийный менеджер. Обязательно категорийный менеджер как заказчик, если эти изменения несут за собой изменения во внешний вид самого изделия. Вот. Значит, и этих этапов тоже, на самом деле, согласования может быть несколько от молдмейкера и нашим ведущим конструктором. А уже после согласования молдмейкер закупает металл и начинает производство пресс-формы. А подскажите, вот вы, получается, с разными странами, да, работаете по заказу пресс-формы. Есть какие-то различия вот в этих коммуникациях, да, или вот в этом бизнес-процессе их проектирования, изготовления? Например, там китайцы некоторые дают 3D-модель, да, там некоторые дают 2D-модель, 3D-модель. Там европейцы, турки, там, насколько они между собой отличаются вот, по коммуникациям, по процессу заказа? Ну, на самом деле, прям категорических каких-то отличий между производителями в разных странах нет. Просто исходя из того, что мы с нашими производителями уже давно партнеры, и мы достаточно давно, условно, там, подстроились друг под друга, и, соответственно, они знают наши требования, а мы знаем их возможности. Поэтому никаких там каких-то проблем или конфликтных ситуаций у нас не возникает. И вот каких-то резких отличий между там производителями в Турции или в Китае мы тоже пока не наблюдаем. В Европе? Или в Европе уже не заказываете форму? В Европе, у нас больший пул пресс-форм, который вы видели, когда были на экскурсии у Михаила в цехе, это европейского производства пресс-формы. Вот. На текущий момент в связи со сложившейся ситуацией есть некоторые трудности, которые, я надеюсь, скоро будут урегулированы. Вот. Но если говорить о процессе производства пресс-форм, у наших партнеров отлажен, и неважно, где они базируются, в Португалии. Принципиальная разница между хорошим там, прикормленным и привычным вам китайцам, туркам и там, португальцам? Нет, да. Если мы размещаем наш заказ у какого-то нового производителя, тут тоже, то есть нельзя же всех под одну гребенку, да, и наших уже текущих производителей, и новых. Поэтому я бы вот разграничила этот вопрос. Если это новый производитель, то опять-таки в процессе заказа первой пресс-формы мы понимаем, они понимают наши требования. На самом деле мы эти требования на берегу проговариваем. Давайте тогда немножко более подробно расскажу про вот этот процесс выбора производителя. Да. Мы, естественно, посещаем выставки здесь, у нас в России, их несколько. Также мы посещаем выставки в Китае. Например, вот в этом году мы ездили на China Plus. Да. Вот. Также в Турции в том году мы были. Мы отбираем, у нас есть целая библиотека, собственно, производителей, которых мы насобирали на выставках. Вот из этой огромной библиотеки мы отсортировали, сейчас условно скажу, там 10 производителей. Далее мы отдаем им на расчет какие-то наши 3D-модели, которые находятся в разработке. Сравниваем их по ценовой политике. Если у нас складывается наше мнение, впечатление, которое возникло на выставке, оно оправдывает себя в процессе общения, плюс подтверждается цифрами, которые нам дают, рассчитывая пресс-форм, мы едем с визитом. Это касается любого производителя там, в России, вот в Китае мы опять-таки были, в Турции были. Перед заказом визит на завод? Обязательно, да, мы посещаем завод, что называется, инспектируем. Мы знакомимся с производителями, с владельцами знакомимся,
составляем некий пул информации, там и презентации, и фотографии, и таблицы различные. Вот, чтобы у нас было не только у нас людей, которые съездили в командировку, увидели все это своими глазами и пообщались с этими людьми, но и у наших коллег, которые здесь находятся. Мы делаем некий доклад, некую презентацию о посещении, чтобы у всех наших коллег было понимание, в чьи руки мы отдаем наше изделие. Вот. И уже вот после этого отбора мы можем отдать изделие первый раз какую-то пресс-форму. Ну а дальше вот тот же самый процесс, который я уже описала, с той только разницей, что мы, условно, притираемся друг к другу. Потому что вот мы в момент посещения мы проговорили все наши требования, они достаточно жесткие, потому что когда Михаил приезжает на приемку пресс-формы, у него есть определенный инструментарий, и вот ровно то, что прописано в ТЗ, должно быть и в конечном изделии. И здесь нельзя слукавить, там в ТЗ написана одна твердость изделия и марка стали, а по факту производитель пресс-формы, желая получить нас как клиента, дал меньшую стоимость и, естественно, сэкономил на сырье, из которого производится пресс-форма. То есть вы берете твердомеры, абсолютно или верно. Отправляете на анализ кусочек стали на химлабораторию? Нет, на анализ не отправляли еще, но Михаил приезжает там, например, с твердомером в том числе, и все это проверяет. Вообще наши производители, которым мы доверяем свою пресс-форму в первый раз, они вот тоже морально подготовлены нами, потому что мы достаточно жестко диктуем свои условия и предупреждаем, что это будет вот так и никак иначе. А пока, тьфу-тьфу-тьфу, у нас проблем не возникало. А вот с новым поставщиком, когда начинаете работать, вы закладываете сразу какой-то больший срок на производство формы, учитывая, что вот это будет происходить процесс притирки, согласования будет больше и так далее? Вы закладываете больший срок, когда начинаете? Мы держим это в уме, но договорные условия абсолютно такие же, как и со всеми остальными. Чтобы выиграть тендер у нас на производство пресс-формы, нужно в том числе соблюдать сроки, о которых я уже выше сказала. А сроки, прежде всего, до Т1 закладываете, или до Т0, в зависимости, как процесс выстроен, или до готового? До отгрузки пресс-формы. До отгрузки пресс-формы. То есть все процессы испытаний, доработок, они должны быть укладываться в этот срок, да, и тоже производитель это знает и понимает. Собственно, те молдмейкеры, которым мы размещаем свои пресс-формы, свои 3D-разработки, они тоже имеют богатый опыт производства, и они прекрасно себе понимают, сколько у них может уйти времени на то или иное изделие, каких доработок оно может потребовать, судя по самому изделию, по каким-то нюансам. Тут, допустим, у нас тоже недавно вышло изделие в коллекцию к уже существующим контейнерам и корзинам для белья, салфетниц. Это прототип, это тоже 3D-распечатка. Соответственно, здесь проливка этих и отрисовка этих отверстий, оно тоже занимает определенное время. И когда они проливаются, здесь тоже могут быть какие-то нюансы. Абсолютно верно, да, которые как раз мы с партнерами, с нашими обговаривали, и они нам переделывали, и они нам подсказывали, и мы подсказывали им, собственно, и в этом большом тандеме родилось новое, интересное, красивое изделие, которое там уже продается, вы могли его увидеть в нашем магазине. Вы сказали, что в процессе работы с вашими постоянными партнерами, все партнеры из разных стран, они примерно работают одинаково. А если говорить про конечный результат, про качество формы, то как-то отличается, например, принципиально, если широкими мазками форма, допустим, из Португалии, форма из Турции, форма из Китая, если там не вдаваться в подробности конкретного производителя. Есть какие-то формы, например, которые вы не можете заказать в Китае, потому что там не доверяете, но которые заказать можно только в Европе. Или наоборот, может быть, какие-то формы только в Китае, но в Турции нельзя заказывать. Я бы на этот вопрос не отвечала в рамках какой-то конкретной страны или национальности. На мой взгляд, это не совсем корректно. Есть просто стереотипы есть такие, стереотипы, что в Китае просто, формы да. Потому плохие. Что, знаете, особенно если выжимать их по цене ниже плинтуса. Абсолютно, вот это ключевое. Тут же зависит не от страны, где мы размещаем, или от национальности людей, которые это производят, эту пресс-форму, а прежде всего, во-первых, от технического задания и что в нем заложено. Если мы говорим, что нам нужна пресс-форма за 3 рубля, китайцы, конечно, сделают нам за 3 рубля, алюминиевую, например, пресс-форму со всеми вытекающими отсюда последствиями. Из одной шапки 10 не сделаешь.
Конечно, Португалия, она исторически считается страной, в которой более качественные пресс-формы, и этот процесс давно отлажен, и оборудование европейского качества и так далее. Но, например, проинспектировав несколько производств в Китае, мы убедились в том, что есть прекрасно оборудованные производства со станками и оборудованием европейских брендов, и которые поставляют пресс-формы по всему миру. В том числе и в Португалию. Про Португалию я не знаю. Я знаю, что я не уверен. Может быть, в том числе. Когда бывали в Тайчжоу, у нас тоже там заказываем формы. Знаем несколько португальцев, которые там постоянно живут и именно инспектируют формы, которые заказывают португальцы. И не факт, что это конечники, это тоже может быть. Конечно, может быть какое-то промежуточное звено, да. Поэтому я бы привязывалась не к стране, а к самому производству, к оборудованию на этом производстве, к тем требованиям, которые мы, клиенты, предъявляем к готовой пресс-форме, то есть к нескольким факторам, но никак не к стране. То есть если предъявлять одинаковые требования, одинаковые ожидания закладывать, там примерно одинаковые бюджеты закладывать, то, в принципе, форма, которая в Китае, в Турции она или в Португалии, ее качество будет соизмеримым. Качество должно быть соизмеримым, мы к этому стремимся, мы к этому готовим наших партнеров в любой стране. Опять-таки, Михаил следит за качеством, неважно, там в Китае у него требования одинаковые к пресс-форме и потом готовым изделиям. Ему, по большому счету, как главному технологу, абсолютно все равно, где пресс-форму произвели. Ему главное, чтобы изделие, которое из этой пресс-формы вышло, было высокого качества, того стандарта, который нам требуется. Поэтому, собственно, он и инспектирует именно с этой точки зрения. Ценовая... В Китае есть заводы, которые, извините, я вас перебил, есть заводы, которые работают по 3D, например, да, не дают чертежей в 2D. Есть заводы в Китае же, которые делают по 2D, как у нас принято в советской школе, да, с чертежами, с допусками и так далее. Соответственно, вторые, они, как правило, дороже. Вот вы заказываете обычно формы на заводах, которые предоставляют 2D, или где только трехмерные чертежи? Мы, наверное, не привязываемся только 3D или только 2D. Вот все факторы, которые я до этого перечисляла, вот это большая совокупность. И как-то отдельно, они, допустим, все наши требования выполнили, но 3D-чертежи не предоставили. 2D могут не предоставить. Или там 2D-чертежи не предоставили. Вот это не будет для нас причиной для отказа в размещении именно на этом производстве. Просто есть предприятия, которые принципиально хотят иметь 2D-чертежи, чтобы любую деталь можно было заказать потом с допусками, прямо по готовому чертежу, где-то ее там изготовить в России. Просто разные есть подходы. Да, наверное. Форму, например, сделали, и потом что, летаете на приемку? Или абсолютно верно. Нет. Там могут быть разные варианты развития событий, но мы чаще всего приезжаем на приемку пресс-формы. Не мы, а Михаил приезжает на приемку пресс-формы, оценивает ее, после чего составляется некий протокол приемки пресс-формы. Если требуются доработки, они там прописываются, указываются, на которые выделяется какое-то время молдмейкеру, чтобы он их исправил. Молдмейкер исправляет. Но прежде чем куда-то прилететь, то, что вы сказали перед этим, молдмейкер, естественно, предоставляет фотографии, видео процесса с циклом, образцы предоставляет. И когда нас уже удовлетворяет, это может быть один раз, может быть 2 раза, и мы можем какие-то замечания делать, может 3 раза, неважно, не суть. После того, как молдмейкер предоставил образцы, фотографии и видео пресс-формы в рабочем состоянии с тем циклом, который у нас заложен по ТЗ, и нас все устроило по этим материалам, после этого мы планируем уже выезд на площадку молдмейкера, да. На каком-то этапе приемки вы требуете от производителя длительной работы формы в цикле, например, чтобы час или сутки или смену отработала, прогрелась, я не знаю, какие-то моменты, чтобы могли выползти с дефектами? Нет, прям таких длительных, как сутки, нет. 2 часа. Час-два, да, когда у нас Михаил уже выезжает на производство, на площадку молдмейкера, на испытание, там это испытание может длиться по-разному. Может быть, там быстро все произойти, а может быть, да, и час, и 2. Иногда приходится, кстати говоря, это не пресс-форма работает сутки, а просто сам
процесс приемки может занять больше времени, потому что что-то не получилось первый раз, что-то доработали, приехали на следующий день. Такое может быть. И этот процесс приемки может и на неделю растянуться. Были какие-то курьезные случаи, факапы, забавные ситуации при заказе, приемке формы? Ну, в моей практике пока, слава богу, не было. Да. То есть пока все формы, которые размещали, они к вам приезжали и работали? Ну, все, и ко мне, и к коллегам предыдущим, да, приезжают и работают, да. Получается, вот форму приняли, дальше ее там упаковывают, укомплектуют какими-то зипами, да, вы, наверное, их тоже согласуете. После того, как мы согласовали пресс-форму, то есть Михаил ее принял, мы сообщаем в наш отдел закупок о том, что пресс-форму можно забирать. Вот, и отдел закупок контролирует доставку пресс-формы сюда, в Россию. После того, как пресс-форма поступила сюда, к нам на завод, ее проливают, собирают, испытывают. И дальше, получается, у вас есть подразделение, которое форму изготавливает и собирает, да? Обслуживает формы, которые со стороны оно же, или это отдельное подразделение? Вы имеете в виду наше дочернее предприятие? Ну, вот, которые, у вас есть предприятие, которое производит формы, и есть, наверное, кто-то, кто форму обслуживает. Это в том числе, да. А это могут быть и наши дочерние предприятия, и могут быть какие-то предприятия на аутсорс. Ну, конечно, для нас интереснее и выгоднее, чтобы наше дочернее предприятие закрывало все эти наши потребности. Какой обычный ресурс пресс-формы заказываете? Там, понятно, зависит от стали, от изделия. То есть это 100 тысяч, это миллионники, это... Значит, в наших требованиях это 2 миллиона смыканий, в гарантийных требованиях, 2 миллиона смыканий на 2 года. То есть это типовое на все изделия, независимо от тиражей, на 2 миллиона. Да. Это гарантированный срок, который предоставляется молдмейкеру, в течение которого он обязан произвести какой-то ремонт либо замену деталей, если изделие стало изготавливаться не того качества, которое нам требуется. А по факту ресурс форм он больше, чем эти 2 миллиона? То есть, чаще всего, да. Чаще всего, да. Ну, там, допустим, вот те пресс-формы из Португалии, которые вы видели, они там уже десятки лет работают. Вот когда она уже пришла сюда и начала производить изделия, и начала производить образцы изделия, здесь мы их... То есть мы собрали пресс-форму, пролили, она начала производить изделия. Мы смотрим то качество, одно качество, которое нам показали там у молдмейкера, не факт, что оно будет совпадать здесь. Мы отливаем образцы, смотрим, чтобы они соответствовали нашим требованиям. И вот в тот момент, когда мы убедились в том, что образец соответствует всем требованиям, которые предъявлялись изначально категорийным менеджером, вы начинаете праздновать. Мы начинаем праздновать, мы вводим его в ассортимент и пускаем его в наработку и в регулярную продажу. Вот на этом процесс разработки новинки завершается. Ну, вот на этой веселой ноте, наверное, можно закончить наше сегодняшнее повествование. С вами был канал «Пластмассовый енот». С вами была компания «Полимер Быт», у которой мы находимся в гостях. И Мария, которой большое спасибо за столь содержательное, долгое. И, можно сказать, наверное, это можно даже использовать как обучающий мини-курс по заказу пресс-формы, по проектированию изделия и заказу пресс-формы, как сделать изделие с нуля. Вот, большое спасибо. Спасибо вам, что приехали. Если вам было интересно, пожалуйста, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии, какие у вас возникают проблемы при заказе изделий, при заказе пресс-форм, может быть, какие-то веселые ситуации в жизни. Нам будет очень интересно. Большое спасибо. До новых встреч. И главное, помните, профессионалами не рождаются, профессионалами становятся.